Привет, меня зовут Алексей. И еще год назад у меня была своя квартира, машина, любимая работа с хорошим заработком, и рядом были родные и друзья. Сейчас у меня нет ничего из этого, потому что ровно год назад я переехал жить в Китай. Может, дальше что-то изменится, возможно, я в чем-то не прав, возможно, я дальше в чем-то разочаруюсь, но пока я наслаждаюсь каждым днем, я, честно, давно себя таким счастливым не чувствовал. Нихао, друзья, всем привет! Я уже как год живу в Китае, и действительно, мысли по этому поводу посещают меня довольно разные. Жизнь в Китае одновременно и прекрасна, и непроста. И по отзывам многих людей, по общению с людьми, по вашим комментариям, я понял, что после просмотра моих роликов может сложиться впечатление, что Китай идеальная страна для жизни. Потому что я показываю всегда только красивые локации, рассказываю, как мне здесь хорошо и как здесь все прекрасно. Но я скажу очевидную вещь, наверное. Идеальных стран не существует, и Китай не исключение. Поэтому в этом ролике я постараюсь показать вам Китай с другой стороны. Мы поговорим и о минусах, и о сложностях жизни здесь. Я расскажу, каково мне живется здесь спустя год. И в качестве эксперимента я хочу попробовать этот ролик записать больше в формате влога. То есть без определенной привязки к теме я буду рассказывать все подряд. Все, что у меня в жизни происходит, просто гулять с камерой и все в таком духе. Поэтому после просмотра напишите, пожалуйста, как вам такой формат. И погнали! Новость о блокировке YouTube, честно, меня сильно огорчила. Я прям подрастроился. Даже подумал, что больше нет смысла снимать для YouTube вообще. Но немного подумав, я понял, что эти ролики, они больше важнее для меня, чем для вас, для зрителей. Потому что для меня это определенный такой вид терапии получается. Я общаюсь с вами в комментариях, чувствую какую-то уже связь с миром, чувствую себя менее одиноким тут. Плюс благодаря YouTube я познакомился со многими людьми уже лично здесь, в Гуанчжоу. Многие, кто смотрел мои ролики, прилетели, мы встречались. Некоторые из них уже мои соседи, кто-то из ребят живет в центре. То есть это в любом случае уже все было не зря. Кроме блокировки YouTube была еще одна куда более важная причина моего двухмесячного отсутствия на YouTube, почему я ничего не выпускал. Кто смотрел мои прошлые ролики, знает, что я завел себе собаку, это Арчи, ему уже 5 месяцев. Так вот, вышло так, что мне попался, к сожалению, недобросовестный заводчик, и когда я привез Арчи домой, он с первых же дней сильно болел. Естественно, я сразу отвез ее в ветеринарную клинику, там у него нашли все, что только можно было найти. У нас был коронавирус собачий, у нас было воспаление легких, у нас были паразиты. В общем, первые 2,5 месяца мы просто практически жили в ветеринарной клинике. Постоянные уколы, таблетки и другие неприятные процедуры. По ночам сумасшедший кашель, он задыхался от этого кашля, я не мог спать, переживал за него. По финансам это тоже очень сильно било. Ветеринарные клиники тут дорогое удовольствие. За раз я мог оставить 800-1000 юаней за прием. Еще осложнялось тем, что из-за болезни мы не могли поставить нужные прививки. Без этих прививок нам нельзя выходить на улицу гулять. Это был настоящий ад, это был кошмар, но, к счастью, мы совсем справились, все позади. Сейчас он полностью здоров, чувствует себя замечательно, хороший аппетит, играет, бесится. Но сказали, конечно, что легкие до конца еще будут примерно месяцев 6 восстанавливаться. Ну и, естественно, на фоне всего этого было ноль желания записывать какой-либо контент. Вообще не хотелось брать в руки камеру и вообще не хотелось делать ничего. Вообще иметь собаку в Китае оказалось очень непросто. Запрещен провоз собак в любом общественном транспорте, включая поезда и автобусы, даже если она в переноске. Такси с собаками берут, если она в переноске, но тоже не всегда охотно. Поэтому очень хочу поскорее накопить на автомобиль, чтобы спокойно передвигаться с ним по городу. Плюс мы с сестрой очень полюбили серфинг, и очень хотелось бы взять его с собой на пляж, чтобы он там побегал, покупался. Мы завтра, кстати, опять едем кататься, и я возьму с собой камеру, покажу вам, как мы там отдыхаем.
time to heal yet. Still you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and past of old. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, ooh, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. This is the reason why we're both alive, so we'll pour out grace until we die. Для тех, кто первый раз на моем канале, я приехал из России, из города Тюмени. Последние 10 лет своей жизни я проживал там. В Китае же я живу в городе Гуанчжоу. Гуанчжоу – один из древнейших городов Китая, ему больше 2000 лет, и он является третьим по величине, уступает только Пекину и Шанхаю. Население здесь 15 миллионов человек. Гуанчжоу аж трижды в прошлом был столицей Китая, и еще это настоящий рай для любителей шопинга. Здесь можно найти от роскошных брендов в торговых центрах до местных сувенирных лавок, кустарных каких-то изделий. Гуанчжоу – самый важный порт в Китае, расположенный на Жемчужной реке, славится своим многовековым морским наследием, которое насчитывает более 2000 лет. Он также был одной из исходных точек Великого Шелкового пути. Здесь проходили торговые караваны, пересекающие Азию. Uh, 27. Oh, English 27. English 27. Artsy. Arts, Yeah, yes. 27, Yes. My lucky number. Oh, OK， 中文 lucky number 27，哎，你每次都要可以不行的。Вот, наконец-то я выбрался погулять. Сегодня как раз попробую показать вам немного другой Китай, забраться в далеко не самые красивые места. Плюс очень много народу на улицах, потому что сейчас идут праздники с 1 по 7 октября, День образования Китайской Народной Республики. И все вышли гулять, все гуляют с флагами. Все очень здорово, так что будем толкаться сегодня еще. There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings when my feet get to... Пока гулял, наткнулся на игровую площадку прямо в центре города для собак со своим охлаждением, чтобы собакам еще было не так жарко. Ну и вот, как, скажите, после этого искать какие-то минусы в Китае? Just that I wish it were different, but hey, the plane is boarding, time to go. Oh, call out all you who wander, seeking beyond wherever you've been. Куда ни посмотри, везде красиво. Правда, иногда аж кошки на душе скребут, потому что не с кем поделиться этими эмоциями, не с кем их пережить.
Наверное, поэтому я и завел YouTube канал, чтобы делиться с вами. There are mornings I wake up and don't know where I am. Another city I'll be leaving soon. But in between the planes and cars are strangers who became a part of all the homes I'm building on the move. Расскажу вам интересный факт, который вот недавно узнал, пока не забыл. Оказывается, что все панды в мире принадлежат Китаю, и только Китаю. И даже если панда родилась в другой стране, она все равно относится только к Китаю, и Китай просто сдает ее в аренду. Вот так вот, представьте. Знаете еще что? Я только спустя год понял, что в Гуанчжоу нет грязных автомобилей. Все машины в городе чистые. И как я это понял, я как раз таки увидел грязный автомобиль, и это резко бросается в глаза на фоне остальных. Я не знаю, как так получается, вроде пыль там в любом случае должна лететь, но это факт. На дорогах, конечно же, очень чисто, снега нет, грязи нет, тут дожди все смывают, плюс с порошком моют улицы. И вот, видимо, так как-то получается. Фактически я нахожусь сейчас все еще в самом центре города. Я просто завернул за угол и вот попал в такие лабиринты, в которых, наверное, ночью чувствуешь себя не очень спокойно, но даже здесь на самом деле безопасно. Хотя выглядит это все так себе. Ну это вообще как в фильме ужасов каком-то. Как вам такой Китай? Все еще хочется приехать? Еще когда проходишь мимо всей этой уличной еды, особенно для тех, кто только приезжает в Китай, сразу вот эти резкие запахи бросаются сильно, неприятно. Но я на самом деле уже привык, мне вообще норм. Единственное, к чему я не могу до сих пор привыкнуть, это к запаху дуриана. Вот с этим я не могу справиться. Для меня прям, ой, я стараюсь держаться подальше, хотя он тут повсюду, абсолютно на каждом углу. Вот это и есть дуриан. Смотреть можно, нюхать нет.
Фух, честно говоря, подустал я уже гулять, поэтому пора ехать домой. Сегодня мне еще ехать снимать ночной клуб до 5 утра, там годовщина будет, 3-летие. И потом я вам покажу, что из этого получилось, как все это было. И в целом я, наверное, покажу еще некоторые свои работы, которые у меня были в Китае за этот месяц. И сколько я за них, допустим, брал денег. Думаю, кому-то может быть интересно. Revolution cocktail. Ну что, давайте поговорим о так называемых минусах жизни в Китае. Так называемых, потому что для меня лично большинство из этих пунктов минусами вообще не являются, а некоторые даже плюсами. И первое, это, конечно же, китайский менталитет. Он очень сильно отличается от привычного нам. Китай — это практически другая планета, и вы никогда не будете чувствовать здесь себя своим. То есть вы всегда на себе будете ловить любопытные взгляды, вас могут фотографировать из-под тишка, на вас могут показывать пальцами. То есть для китайцев вы всегда будете лаоваем, то есть чужим, иностранцем. Работа. Что касается работы в Китае, я более подробно рассказывал в предыдущих своих роликах. Но если вкратце, тяжеловато с работой. Тяжело найти работу иностранцу. То есть вы должны быть либо супер специалистом в своей области с высшим образованием, либо открывать свою компанию. В остальных случаях иностранцы востребованы только как модели, актеры, певцы, танцоры и другие артисты. В общем, практически нет обычной работы. Визы. В Китай довольно легко приехать, но очень тяжело остаться на длительный срок. То есть, если вы планируете прям жить в Китае. Получить рабочую визу вы можете только если вас официально наняли в какую-то компанию, либо вы открыли свою. А рабочая виза — это на минуточку единственный способ легально работать в Китае. Я уж не буду сильно углубляться в тему виз, потому что в прошлых роликах я, опять же, очень подробно об этом рассказывал. Еда. Спустя год я все еще не ем китайскую еду. Еда почти вся острая, жирная. Есть, конечно, классные блюда, которые мне нравятся, но в основном я ем дома. Из плюсов зато я научился готовить сам, чем очень доволен. Сейчас питаюсь прекрасно, все продукты наши доступны. Но это, опять же, тема на любителя, потому что многим моим знакомым очень нравится китайская кухня, они прям в восторге. Ну вот это если совсем вкратце пробежаться по основным минусам, которые люди чаще всего упоминают как что-то негативное. Я, опять же, скажу, что не воспринимаю их как минусы. Я считаю, что это другая страна, здесь просто все по-другому. И это вы летите в другую страну, вы должны быть к этому готовы. Тогда, может, какие-то из этих пунктов окажутся еще и плюсами. Китай однозначно страна не для всех. Я даже считаю, что 70/30 примерно. Думаю, 70% людей точно не смогли бы здесь жить. Но, опять же, пока вы не приедете, не проживете здесь хотя бы недели-две, вы не узнаете, подходит вам эта страна или нет. Если говорить обо мне, для меня жизнь в Китае замечательна. Она здесь прекрасна. Единственное, у меня есть, конечно, небольшие проблемы с работой, просто заказов не так много, как хотелось бы. Но это уже моя проблема, а не Китая. Из-за того, что я не говорю по-китайски, почти все мои клиенты русскоговорящие. Ну, на крайний случай мы говорим по-английски. А иностранцы здесь надолго не задерживаются. Иностранцы приехали, сделали свои дела, сняли все, что им нужно, и уехали. Поэтому основная сложность в том, что у меня нет постоянных клиентов. Каждый месяц мне приходится искать новых. Еще и так получилось странно, что у меня первые полгода в Китае были даже более успешные в работе. Вот. Из-за этого я думал, что дальше будет еще лучше, но, видимо, не всегда так работает. Я ни в коем случае ни на что не жалуюсь. Я просто к тому, что жизнь в Китае, она далеко не идеальна. Как и моя жизнь. Моя жизнь далеко не идеальна. У меня так же, как и у всех, бывают сложности, проблемы, трудности какие-то. Мне также бывает грустно, мне бывает опускаются руки. Я также чувствую себя иногда растерянным, не знаю, что делать.
Я очень скучаю по родным, по близким. Просто, ну, конечно, это не то, что я хочу транслировать, и это все остается за кадром. Я почему это вообще все проговариваю? Мне пишут люди в разных соцсетях, мы начинаем общаться, и я часто слышу от них: обалдеть, спасибо, что ответил, вообще не думал, что ты ответишь. Просто из-за того, что вы смотрите на меня через вот эту призму Ютуба, мне кажется, у многих восприятие меня как человека сильно искажено. А я ведь просто парень из деревни, который загрузил несколько роликов на YouTube. Вы тоже так можете, я у вас уверяю, скорее всего, ваша жизнь вообще не изменится от этого. Поэтому я хочу немного все исправить. Смотрите, первые 19 лет своей жизни я рос в городе под названием Лянтор. Это город в 90 километрах от Сургута. Ну как город, это поселок городского типа с населением в 30 тысяч человек. Как минимум, когда я там жил, было так. Учился в школе отвратительно, закончил на тройке 9 классов, после поступил в техникум, куда вообще не ходил, прогуливал. Меня 10 раз пытались отчислить, с горем пополам я как-то закончил, отслужил, вернулся из армии, переехал после в Тюмень. И вот, начиная с этой точки, я уже стал заниматься своей жизнью, стал развиваться. А еще я жил в деревне и пас коров. Как-то даже в свой день рождения. Поэтому я самый обычный деревенский парень. Если бы вы со мной в жизни пообщались, вы бы точно сказали: о, это точно Алеша, опять навоз наелся. Поэтому если я могу вам чем-то помочь, вы пишите, не стесняйтесь. Если я вдруг какой-то информацией по Китаю владею и могу вам рассказать, я обязательно помогу. Я денег за это не беру, мне вообще ничего не нужно. Еще не было ни одного человека, которого я бы проигнорировал или не ответил. Поэтому все, давайте, договорились с вами. Собираюсь на очередные съемки. Сегодня снимаем вещи для магазина одежды. Снимать будем на улице, в разных локациях, на девочках-моделях. На улице сегодня очень жарко. Не знаю, как я это переживу, но я надеюсь, что мы часа за 2 управимся. Так что, если вам нужна видеосъемка или монтаж в любом из городов Китая, обращайтесь, я всегда с удовольствием. Come back. Come back. Come back. Come back. Come back. Move. Городские. Тигрица. Form a line. Bad bitches, every city in my tribe. Look behind. Booty dominate the world, peaches ripe. Check my baby G-Shock, said it's time. All my thoughts linked up, multiplying, no divide. Dropping hit after hit, never miss, it's a crime. But my karma stay lit, Buddha sit by my side. Put the work in, practicing and learning. Only truth when I spit, write a fucking sermon. Even shoot all my flicks, cut it like a surgeon. Said he been... Неужели я уже как год живу в Китае? Даже не верится. Получается, еще год назад я сидел у себя в квартире в Тюмени и не был ни в чем уверен. Я не был уверен, что получится переехать, что получится продлить визу и так далее. Я был уверен только в том, что если я не попробую, то точно буду жалеть. И я очень благодарен сейчас себе тому из прошлого, который все же не побоялся, решился в какой-то момент, сделал этот шаг в пропасть и рискнул. Не сказать, что это был простой год, но он был очень ярким и насыщенным. Знаете, вот это чувство, когда у вас что-то хорошее в жизни случается, и внутри что-то аж переворачивается, вы чувствуете счастье, прям вот, что аж улыбка непроизвольно натягивается. Так вот, у меня здесь так каждый раз, когда я выхожу куда-нибудь в парк, в центр, просто выхожу на улицы и вижу, что меня окружает и где я нахожусь сейчас. Когда вам говорят, что китайский менталитет сильно отличается от нашего, скорее всего, вы даже не представляете, насколько. И точно не стоит недооценивать этот пункт, потому что, как правило, именно из-за него многие и не могут тут прижиться и остаться жить. И пункт про излишнее внимание тоже не стоит недооценивать, потому что неважно, сколько лет вы будете жить в Китае, вы все равно будете постоянно с этим сталкиваться, куда бы вы ни пришли. На вас будут обращать очень много внимания, показывать пальцами и даже нарушать ваши личные границы. Некоторые к этому привыкают и перестают обращать внимание, но многие также к этому просто не готовы. И очень важна поддержка. Мне невероятно повезло, меня поддерживают и родители, и друзья. Очень сильно сейчас меня поддерживает сестра. Друзья вообще в первый же день моего отлета сделали чат в Телеграме, в котором мы постоянно переписываемся, обмениваемся кружочками.
Вот уже год прошел, а мы все равно почти каждый день переписываемся. И я им очень благодарен за это. Я думаю, они даже сами не понимают, насколько мне от этого легче, насколько теплее на сердце, на душе. Поэтому, друзья, родные, спасибо вам огромное, люблю. Ну а если вы хотите меня поддержать, то лучший способ это сделать – это подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-то комментарий. Я никогда об этом раньше не говорил в своих роликах, никогда об этом не просил, но, к сожалению, я должен об этом сказать, потому что так работают алгоритмы YouTube. Поэтому всем, кто меня поддерживает, огромное вам спасибо. Просто посмотрите, какая красота. А у меня ведь окна из окна на это выходят, представляете? И я могу в любой момент, хоть 5 раз в день спуститься и поплавать в этом бассейне. Кроме бассейна, тут еще и тренажерный зал снизу есть, и все что угодно. Я раньше о таком и мечтать не мог. А в Тюмени из окна, если что, я смотрел на Ашан. Друзья, товарищи, небольшое объявление. Так как у меня довольно часто спрашивают по доставке какого-либо товара из Китая в Россию, мы с моими китайскими коллегами, с моими китайскими партнерами решили организовать свою компанию. Мы можем помочь вам найти товар в Китае, доставить его, проверить его перед отправкой, помочь с оплатой китайским поставщикам, в общем, все-все-все. При первой совместной отправке с нами мы подарим вам массажер и сделаем скидку. А если еще и клиента приведете, если клиент пришел от вас, мы подарим вам 2500 рублей. Так что пишите, обращайтесь, ссылочку на наш телеграм-канал я оставлю в описании к видео. Там вам ребята с большим опытом в доставках помогут все посчитать, все рассчитать, все помогут. Я лично отвечаю за жалобы и предложения, можете писать напрямую мне в любой социальной сети. Так что вот, давайте работать вместе, обращайтесь. Еще хочу обновить некоторую полезную информацию для тех, кто собирается ехать в Китай. И первое — это VPN. Раньше я говорил про другой VPN, которым сам пользовался, сейчас я его сменил. Нашел для себя еще более лучший, более быстрый вариант. Называется он Let's VPN. Пока это лучшее решение, которое я нашел вообще. В Китае работает превосходно, идеально. Я подключил его себе и на телефон, и на компьютер, и на ноутбук. Правда, вот этот минус, потому что подключить на один аккаунт можно всего лишь 2 устройства. А у меня их 3. Вот мне пришлось купить аж 2 аккаунта, но я не жалею, там на самом деле недорого. Я вам даже покажу, сколько это стоит. К сожалению, это не реклама, мне за это никто не платит. Но Let's VPN вы там подумайте над этим, потому что, сколько можно, 2 аккаунта приходится покупать. Хотя бы подписку мне подарите, совесть имейте. И второе, обмен денег. Я уже как-то упоминал этот сервис еще в одном из своих самых первых роликов, но имел неосторожность не оставить на него ссылку, и меня просто завалили сообщениями. Приходилось каждому отдельно отвечать, поэтому я записываю сейчас. Со своими наличными деньгами вы тут особо никому нужны не будете, особенно если это не юани. Плюс российские банковские карты тоже не работают. И самый простой способ оплаты в Китае — это завести себе счет Alipay. Для этого вам всего лишь нужна китайская сим-карта, которую, я уверен, вы себе зарегистрируете еще там в первый день в Китае, потому что без связи тут выжить будет очень тяжело. Так вот, вы регистрируете себе счет на Alipay с помощью номера телефона, а вот уже пополнить этот счет вам поможет как раз таки этот сервис. Это можно будет сделать и большинством банковских карт, и криптой. Сервис максимально простой. Слева выбираете банк отправителя, справа куда переводите. В нашем случае это Alipay. Актуальный курс обмена отображается там же. Выбрали сумму, перевели деньги и получили юани уже на Alipay. Вот и все, вы спасены. Теперь можете что угодно спокойно оплачивать в Китае и спокойно передвигаться по городу. Я этим сервисом пользовался еще с самого своего приезда в Китай.
и пользуюсь до сих пор, он меня сильно выручает. Тогда у них еще не было своего сайта, тогда мы все переводы делали в Telegram, это было не так удобно, сейчас там в 10 раз удобнее, так что пользуйтесь на здоровье. А еще, вы уж простите, что я себя много рекламирую, но еще я занимаюсь проверкой товаров в Китае. Часто люди заказывают товары из Китая, и им товар то приходит с браком, то вообще не приходит, то оказывается, что такой компании вообще нет. Так вот, я выезжаю на фабрики, заводы, магазины, проверяю ваш товар или вообще всю компанию по чек-листу. При необходимости могу даже сделать фото или видеоотчет. Ну и вообще я открыт к любому сотрудничеству, так что обращайтесь, совсем помогу. Ну а завтра с большой компанией русскоязычных ребят, нас там, по-моему, собралось человек 20, на автобусе едем отдохнуть на море на пару дней, и я, естественно, возьму с собой камеру и покажу, как мы там отдохнули. You might catch her riding high upon the waves down in Newport, California. You might catch her in Manhattan taking names, talking tough like a New Yorker. You might catch her out in London drinking late, running a tab she can't afford. And the people say she's living life the way that she should before she's older. For it is strange the way the river bends. She can't know where it will lead. I know she'd like to think it never ends, but she would like to think a lot of things. Might catch her driving east across the plains, passing Tulsa, Oklahoma. You might catch her flying west over the states to her home in Arizona. You might catch her hunting treasure out in Spain, searching castles in Segovia. People say she's living life the way that she should before she's colder. For it is strange the way the river bends. She has thrown away the map. I know she'd like to think it never ends, but she won't know, so let her roll while she can. Is heading down a road she's never known. She will go while she is able. She has lost her phone with no direction home, but turning back's not on the table. You know you cannot keep an eagle in its cage, can't keep a stallion in a stable. Space and let her run her race. If she fails, make it a fable. Had a good thing going, then laid it all down. It's been 500 days since I've left town, and I don't remember why I drove away, knowing that I want you back someday. Ну что, давайте попробуем подвести какие-то итоги одного моего года жизни в Китае. Как я в самом начале и говорил, еще год назад у меня была своя квартира, у меня была своя машина, у меня была стабильная любимая работа, были рядом близкие друзья. Сейчас ничего из этого у меня нет. Но жалею ли я о своем переезде в Китай? Вообще нет.
Кроме того, я искренне считаю, что это было лучшее решение в моей жизни. Потому что, несмотря на все трудности жизни в Китае, несмотря на все сложности, тут я чувствую себя на своем месте, тут я чувствую себя по-настоящему счастливым. А как раз та стабильность, за которую я так держался в России, сделала из меня зомби. В моей жизни буквально в какой-то момент ничего интересного не происходило. И, конечно, это моя вина, но я просто утонул в этой рутине, как в болоте меня засосало, и с каждым днем было сложнее оттуда выбираться. И это на самом деле не призыв к переезду, просто для себя я нашел именно такой способ изменить свою жизнь, чему очень рад. Это я говорю только для тех, кто, как и я, в какой-то момент просто почувствовал, что пришло время что-то менять, что вы находитесь не на своем месте, что вам хотелось бы другой жизни. Было ли мне страшно переезжать? Было очень страшно на самом деле. Но еще страшнее для меня было прожить всю жизнь на одном и том же месте, занимаясь одним и тем же каждый день. Поэтому я просто решился в какой-то момент. Так что если у меня такого деревенского провинциального парня получилось, то и у вас точно получится. Спасибо, что досмотрели. Пока. Weary of all the sunsets, all the yellow and orange and red.